God damn. Ребята, я вас не заметил. Так это вы любители поиграть в моблу перед уроками? Как вы знаете, короче, недавно бавнули Гадат Качу, а может и не знаете. Так вот, сегодня рассмотрим, как на нем играть. Посмотрим танковый билд на опыт и магический. С ним можете даже в лесочек сходить. Салатик, да, нормальный такой. Короче, лайк не забудем. Не забудем же. И наливай бутеры и нарезай чай. В первую очередь пробежимся по базе. Первый скилл Гатота — железный кулак. Он бьет по земле, создавая разлом и нанося магический урон. Чем больше у вас маг урона, тем больше урона от умения. Также враги в зоне действия замедляются на 30% и получают периодический урон. Вторым скиллом мы можем как начинать файт, так и уходить с него. Зажимая кнопку второго умения, Гатот начинает подготовку к рывку. Чем дольше удерживаешь, тем больше дистанция. Когда отпускаешь кнопку, Гатот делает рывок, проходя сквозь врагов и стены. Все задетые враги будут следовать и атаковать вас, то есть мы агрим их на себя. И неважно, персонажи это или крипы. Также помни, что если отменить навык, его перезарядка будет снижена на 50%. Слева без отмены, а справа с отменой. Ульт Гатота — аватар стража. Предоставляет собой контроль. У него есть вот такой вот радиус. После небольшой задержки он прыгает в указанную точку. При попадении во врагов подбрасывает их и притягивает к центру, нанося урон. Отличный навык, чтобы начать файт или влететь в него. Пассивка «Стальные кости». Гадат Качи получает 5 ярости за каждые полученные 300 единиц урона. Суммируется это все до сотни. При достижении 25 зарядов следующая базовая атака будет усилена, и от нее будет восстановлена ОЗ. Чем больше у вас магической силы, тем больше урона будет нанесено и ХП восстановлено. Дефолтная комбинация будет выглядеть так. Прыгнули с ульты, заагрили всех и первым замедлили и нанесли урон. Секундочку внимания. В честь моего дня рождения, который был 2 дня назад, хочу разыграть 3 алмазных пропуска между подписчиками. Условия просты. Подписка на канал, лайк на этот видос и переходи по ссылочке в описании в телеграм-канал. Подписывайся и нажимай кнопку «Хочу пропуск». Итоги будут также в ТГ-канале. Дальше максимально широко свои локаторы ушные раздвигай. Не бойся, кроме важной информации, я в них тебе сувать ничего не буду. Первым делом берем штормовой пояс, чтобы наша тычка с пассивки была еще более ебанутой, а также даст нам хорошие статы для выживаемости. Дальше смотри, что у тебя по игре происходит. Если у врагов немного отхила и лечения, то берешь флягу, получишь хороший отхил и урона прибавится. Если же отхил есть, тебя пиздят ногами, берешь антихил. Надеюсь, рассказывать зачем не надо. А если надо, смотри вот этот видос. Может узнать что-то новое. А следующим тарим шиповку. Физзащита еще никогда не была лишней. Против АДК, лесника, возвращение урона, трам-пам, туды-сюды. Ну ты понимаешь. Последним можешь взять оракл или сияющую броню. Опять же смотри по игре. А если не знаешь, что и как работает, посмотри вот этот видосик. Да-да-да. Да, второй раз тебе говорю. Но это реально поможет тебе стать лучше. Отвечаю. Клянусь. Дополнительной способностью бери отомщение, чтобы еще больше впитывать кнопки и выживать. Эмблемы у тебя на экране. Про танк сборку рассказал, но я знаю, что вы у меня не пуси ребятки, а настоящие мохнатые яйца. Так что держите сборочку на урон, чтобы ебальнички трещали и твоя любовь из 6 Б класса наконец начала тебя уважать. Первым берешь пронзающие небеса, дальше также идет фляга на отхил, жезл молний, священный кристалл и последним кровавые крылья. Если идешь в лес, берешь смайт и вот такие вот эмблемы. Если не в лес, меняешь опытного охотника на что-нибудь другое. Таким образом ты получишь ебанутого мага с огромным количеством контроля и урона. Окей, с базой мы закончили. Что ты еще должен знать, играя на Гатоте? Сейчас будет идти речь о танк-билде. В первую очередь ты танк. Даже игра про это говорит. А танки что делают? Правильно, ебашат лес 20 минут. Шутка. Танки танкуют. Иди вперед на врагов. Твоя команда должна чувствовать себя как за каменной стеной. У тебя есть для этого все, что нужно. Не нужно ждать, пока начнется файт. Ты должен его начинать. Есть моменты, против которых играть будет неприятно. А именно маг урон с замедлением и мобильные герои, которые будут постоянно убегать от тебя и убегать от твоей ульты. Если у противников много таких персонажей, стоит задуматься, брать Гадат Качу или нет. Так, ну что, переходим к самому интересному. Немножечко моментиков из каточки пойдет у нас сейчас.
под музяку. Тот самый лучший герой я посмотрел. Гайд у Санька, и теперь я Мифслав. Я самый лучший, топ-1 Гатот. Гатот, самый лучший, он готов. Бить ебальнички, кромсать кости. Гатот, он теперь готов. Гатот готов. Гатот готов. Ребятки, если понравился видеос, вот этот, который смотришь сейчас, лайкос не забудь поставить и подписаться на канал. Всем спасибо и б-б.